прошлой части обзора мы рассмотрели миссии банд, побочные сюжетные линии и рейтинг борца с преступностью. Теперь пора переходить к основным историям. И в этом видео мы поговорим о великом противостоянии руссов и ящеров, а также проанализируем механики фотографирования и затронем соперничество между Питером Паркером и Эдди Броком. Всем привет, с вами снова Спайди Санта, и вы смотрите вторую часть обзора вырезанного контента из игры Человек-паук 3. В начале видео я, как всегда, хочу поблагодарить всех подписчиков за поддержку моих видео, Тифсомниак за помощь с активацией неиспользованных анимаций и нашего с вами легенду Гения Карпата. Но отдельно я хотел бы отметить Джеймса Захари, Чарльза Толмана и еще одного бывшего разработчика из Triarch, который участвовал в создании фотомиссии и пожелал остаться анонимным. Я от всей души благодарен разработчикам за то, что они согласились побеседовать со мной. О том, как мы с Гением Карпатом добывали контент, я рассказывал в прошлом видео, поэтому давайте не будем долго раскачиваться и сразу начнем наш сегодняшний разговор с глобального обзора канализации. По первоначальной задумке канализация являлась такой же полноценной экосистемой, как сам город или метро. По словам Чарльза, она была достаточно обширной, и мы имели доступ к ней абсолютно в любой момент времени. Но по мере приближения дедлайна команда понимала, что не успевает реализовать свои планы, и в конце концов разработчики оставили только те фрагменты, которые были задействованы в основной истории. А это, между прочим, очень маленький процент от изначальной задумки. Доступ в канализацию осуществлялся через канализационные люки, каждый из которых был помечен на карте вот такой иконкой. На ранних стадиях разработки все люки имели реалистичную цилиндрическую форму, и над ними висела стрелка для удобства навигации. Однако позже форму некоторых люков изменили на прямоугольную. При попытке войти в канализацию запускалась следующая анимация, которую можно найти во внутриигровых файлах. Паук без всякого пафоса просто нырял в люк. А вот дальнейшую анимацию полета можно увидеть в первом трейлере, и она отвечает на вопрос, почему от такого способа входа отказались. Все дело в камере, которая, вероятно, очень сильно баговалась в узких пространствах. Был продуман также и анимированный выход. Судя по зарисовкам с диска Inside Look, при необходимости Питер подтягивался к люку с помощью паутины, затем открывал его и выпрыгивал наружу. Ну а чем же таким интересным можно было заниматься в канализации? Во-первых, существовали канализационные жетоны, о чем мы можем узнать из внутриигровых файлов. Сопоставив имеющиеся текстуры, я могу предположить, что канализационный жетон представлял собой гаечный ключ, текстуру которого вы видите прямо сейчас. Но я могу ошибаться. Во-вторых, в канализации существовало два случайных ивента: Sewer Lizards и Sewer Attack. Первый ивент спавнил в рандомном месте ящериц, а вот второй ивент спавнил панков, на что указывает содержимое архива и найденная реплика паука при встрече с головорезами в канализации. Да, как-то не весело видеть их в канализации. И эта деталь еще раз подтверждает мои слова из прошлой части обзора касательно нахождения панков в канализации. Ну и в-третьих, некоторые основные миссии мы могли запускать прямо в канализации, но об этом я расскажу подробнее чуть позже. Теперь о самих подземных локациях. Первый вход в канализацию находится в Морнинсайде и ведет в основную локацию из Ящера 2. Второй вход планировался в верхнем Вестсайде, и именно с него должна была начинаться миссия Ящер 3. Третий вход в канализацию находится на станции метро в Челси, и ведет он к тайной лаборатории Коннорса. Четвертый вход планировался в Мидтауне, и вел он в огромную вырезанную канализацию из Коннорса 4. Пятый вход в канализацию должен был находиться в Сохо, в вырезанном убежище панков номер 1, и его я подробно разобрал в прошлой части обзора. И последний вход в канализацию расположен в финансовом квартале, и ведет он в убежище Скорпиона. Также хочу отметить, что судя по остаткам файлов, планировался еще один фрагмент канализации с шифром CVD. И исходя из того, что сегмент CVD-01 — это локация рождения песочного человека, я осмелюсь предположить, что разработчики могли планировать небольшую часть канализации, которая вела в ту самую лабораторию, сцены с которой также были
вырезаны и из фильма. И в портфолио Джоэла Ченга был найден вот такой концепт-арт, на котором, возможно, изображен фрагмент вырезанной лаборатории, ибо, похоже, локации в игре мы с гением Карпатом найти не смогли. На этом по глобальным находкам, касающихся канализации, все. Про вырезанные сегменты я расскажу по ходу повествования, а сейчас предлагаю перейти к обзору самих миссий. И начнем мы с сюжетной линии Ящера. В файлах игры было найдено упоминание о 4 миссиях Ящера. Технически до релиза добрались все 4 миссии, но давайте обо всем по порядку. Ящер 1. В поисках ящериц. Начнем с глобальных находок. В этой миссии мы впервые встречаем доктора Коннорса и легких миньонов ящеров, поэтому предлагаю заглянуть в портфолио Мурада, ведь там есть, во-первых, хай-поли модель Коннорса в полный рост, хай-поли модель его головы, вариант с текстурами и без, и даже анимация, которая демонстрирует плавное наложение текстур на болванку. А во-вторых, там можно найти все те же плюшки и для миньона ящера. Модель в полный рост с разных ракурсов, вариант с текстурами и без, и плавная анимация с наложением текстур на Grey Mesh версию модели. Также в этом портфолио есть ранний концепт-арт все той же рептилии. Теперь давайте пробежимся по сюжету миссии. Вначале мы видим вступительную катсцену с доктором. Здесь изменений нет. А вот дальше стартует катсцена в Daily Bugle, и ее раннюю версию мы можем лицезреть в видео Behind the Scenes с бонусного DVD из младшей версии игры. Давайте сравним две версии катсцен. Первое, что бросается в глаза, это раннее освещение и другой цветокор. Картинка выглядит более кинематографичной. Свет реалистично падает в окна, оставляя мягкие тени. Знаете, такой вайб раннего утра с тусклым солнцем и легкой туманкой. Также отличия имеют некоторые модели в редакции и дома за окном горна. После катсцены мы спускались вниз и начиналось обучение фотографированию. После первого успешно сделанного снимка тележки рассказчик должен был сказать следующее. Отлично. Ты просто Ансель Адамс. Если бы Ансель Адамс был паденщиком, снимавшим прилавки с хот-догами. А он им не был. Далее мы должны были просто забраться на стену и сфотографировать оттуда тележку. После чего рассказчик произносил реплику, которая есть на релизе. Неплохо. Я бы сделал получше, конечно, но ставлю тебе 4 с минусом. Да, лучше у тебя все равно не выйдет. Так что даже не мучайся, пытаясь в 100-й раз заработать 5. И вот после этого начиналось самое интересное. Нас обучали вырезанной механике фотографирования, которая была реализована следующим образом. Мы забирались на стену, включали камеру, направляли объектив на желаемый объект, и после нажатия на левый стик камера оставалась на стене. Далее мы шли к объекту и делали снимки с паучком в кадре с помощью нажатия на все тот же левый стик. А забрать камеру мы могли с помощью нижней крестовины, находясь рядом с ней. И сейчас я покажу вам воссозданный отрывок миссии, который демонстрирует, как это обучение могло выглядеть. О чем это я? А, да, снимок со стены. С этой выгодной позиции открываются хорошие ракурсы, так что воспользуйся ими. Эй, и не надо пока спрыгивать вниз. Нам есть еще что испробовать. Очень хорошо. Марш назад на стену, к камере. Ее надо забрать. Вот так. Камера с тобой, и ты готов отправиться дальше. Найди этих гигантских ящериц и сделай хорошие снимки. До скорого! И на этом моменте обучение заканчивалось. Но хочу добавить, что если во время обучения мы пытались улететь или не торопились фотографировать, рассказчик пытался привести нас в чувство. Эй, ты! Ты куда это? Здесь миссия закончена. Куда ты, паутиная башка? Вечно тебе не терпится. Короче, все эти штучки с паутиной хороши, но смотри сюда. А ну назад. Времени побыть супергероем будет еще предостаточно. Мне нужно фото тележки с хот-догами. И немедленно. А теперь сфотографируй тележку с хот-догами. После обучения мы все так же фотографировали Ларри Ящера, возвращались к Джонни и решали наведаться в Греймерси парк. А дальше на релизе мы наблюдаем магию монтажа.
Фигня полная. Спасайтесь! Помогите кто-нибудь! Конец света! На помощь! Спасайтесь! Ха-ха, хорошая склейка. Однако на самом деле паук должен был сказать следующее. Фигня полная, эти ящерицы. Судя по всему, он действительно издалека увидел убегающую ящерицу, Похоже, туда ушло еще больше ящериц. после чего мы слышали крики прохожего, которые на релизе, кстати, тоже подрезали. Монстры! Спасайтесь! И Питер реагировал на них соответствующе. Что там происходит? По прибытии к бедолаге мы получали следующую цель и начинали искать ящера неподалеку. И на этот раз мы наконец сталкивались лицом к лицу с реальной рептилией, которая рылась в мусоре. Боже! Окей. Лучше сделать снимок, стараясь не спугнуть ее. После первой успешно сделанной фотографии паук говорил следующее. Есть! Что ж, я в это не верил, но с фото-то не поспоришь. А мы получали это задание и продолжали летать по городу в попытках найти новых ящериц. И во время рейда мы случайно натыкались на панков. Расправившись с головорезами, мы приступали к поиску рептилий по их канализационному следу. След приводил нас к городскому суду, и после успешной фотографии прожорливого ящера мы беседовали с продавцом хот-догов. Слава богу, вы пришли, прежде чем он все сожрал. Они все убегают. Похоже, им не нравится позировать. И на этом миссия не заканчивалась. Вместо посещения Горна, паук решал проверить Центральный парк, в точности, как это было реализовано в младшей версии игры. Maybe I should check Central Park and see if I can find any more of those things. А мы видели следующую цель. Прибыв на место назначения, мы помогали полицейским справиться с ядовитыми девицами. Спасибо за помощь, паук. Не за что. Я все равно был поблизости. После чего мы получали это задание. Попутешествовав по Центральному парку, Питер натыкался на очередные следы, и мы видели следующую цель. Паучье чутье опять насторожилось. Здесь явно неподалеку ящерицы. Ого, неужто это следы? Проверю-ка, куда они ведут. Добравшись до ящера, мы вновь пытались его сфотографировать, и процесс сопровождали реплики паучка. Черт, я упустил такой кадр. Да это лучший снимок. Но внезапно желанного гостя отпугивали городские беспорядки. Куда они все подевались? Я, конечно, подумаю об этом позже, а пока утрясем беспорядки. И после получения данной цели и остановки очередной драки банд, Питер решал, что пора наконец доставить снимки Джеймисону. Ну, пора закругляться. Осталось доставить фото в Горн. На этом моменте миссия наконец заканчивалась. И спустя недолгое время мы получали доступ к продолжению истории. Ящер 2. Коннорс Ящер. Начнем с обсуждения глобальных находок. Во-первых, саундтрек. В файлах игры можно найти тестовый эмбиент, который, вероятно, разработчики использовали в качестве заглушки на ранних стадиях разработки Ящера 2. Послушать его можно в отдельном видео по ссылке в описании, но в нем нет ничего интересного. Во-вторых, персонажи. В этой миссии впервые встречаются тяжелые миньоны рептилий и сам Ящер. Анимации с первыми можно найти в портфолио Джеймса Захари. Здесь есть как анимация успешной контратаки, так и анимация пропущенного удара от рептилии. В свою очередь, концепт-арт босса можно найти в портфолио Питера Лэма, а его сырые анимации у Майка Йоша. В первую очередь здесь есть анимации мувсета ящера, стандартная комбо и комбо, которая начинается с тычки хвостом. Также тут можно найти анимацию ожидания. И обратите внимание на то, что якори для анимирования есть и на самом халате. Обрывки одеяний двигаются по инерции вместе с персонажем. А вот на релизе, к сожалению, весь халат представляет собой статичную текстурку. И в-третьих, давайте обсудим локации лаборатории и входа в канализацию. На релизе токен для запуска миссии расположен в переулке неподалеку от входа в подземелье. Однако катсцена происходит в лаборатории Коннорса. И если мы воспользуемся Milestone билдом, то выясним, что находятся они через пару кварталов друг от друга. И из этого следует вывод, что была вырезана небольшая погоня за ящером, прежде чем мы спускались под землю. Давайте подтвердим эту теорию находками. Миссия начиналась точно не у входа в канализацию и вряд ли у самой лаборатории Коннорса. Возможно, она стартовала на том же месте, где Питер в последний раз видел ящериц, а именно в Центральном парке. Эти ящерицы совсем меня запутали. Так, ведь доктор Коннорс проводил эксперименты с ДНК рептилий.
Может, он знает, в чем дело? По пути в лабораторию мы встречали бедолагу, который уже успел столкнуться с рептилиями. Человек-паук, помоги мне, они могут вернуться в любую минуту. Он превращал людей в ящериц. Не волнуйтесь, вас ни в какой научный проект не втянут. После чего мы настороженно наведывались в лабораторию и видели вступительную катсцену, которая в целом никак не отличается от релизной. Однако видос Кири помогает нам зацепиться за два момента. Первый момент — это анимация ящера, когда он не находится в кадре. К ней мы еще вернемся позже. А второй момент — это телепортация Питера на перекресток рядом с лабораторией. И действительно, мы пускались в погоню за ящером, прямо как в младшей версии игры. По ходу нашего постепенного продвижения к канализации нам необходимо было спасать прохожих, о чем говорит вот этот счетчик. Прочь! Пожалуйста! На помощь кто-нибудь! Также, пока мы преследовали ящера, Питер пытался достучаться до Коннорса. Доктор Коннорс, пожалуйста, остановитесь. Я вам помогу. Драк, ты меня не остановишь. Я изменю мир. Восстаньте, братья мои. Сколько можно млекопитающим править землей? Пришло, наконец, наше время. И, судя по следующим репликам, иногда это ему почти удавалось. Я знаю, вы где-то там, доктор Коннорс. Я спасу вас. Мерзкое млекопитающее. Да я больше не хочу никого мучить. Помогите! Пожалуйста! По мне, с Хайдом и Джекилом тут чуток перебор. Но, видимо, все это был коварный план, чтобы заманить паучка поближе и атаковать его из-под тишка. Скажи пока, Человек-паук. Чуть не одурачил меня. И я предполагаю, что в моменты борьбы с самим собой Коннор схватался за голову и проигрывалась та самая анимация из вступительной катсцены. А затем он резко атаковал Питера и бросался прочь. В конце концов, последний из спасенных прохожих сообщал нам, что рептилии утащили куда больше людей к себе в канализацию. Спасибо, паук, но там внизу еще люди. Все в порядке. Я спасу их. После чего мы, наконец, спускались в подземелье. Отрывок из первой же катсцены я предлагаю вновь сравнить с ранними кадрами с бонусного DVD. Каких-то глобальных отличий, кроме освещения цветокора, нет. Разве что раньше лестница шла до пола, и палета на заднем плане имела другую модель. В первом помещении воздушного шлюза ничего примечательного не имеется. Однако, я хотел бы показать вам промо-скриншоты с ранним освещением, на которых представлена комната с отличающейся цветокоррекции и без зеленой слизи. Далее мы проскальзываем на проходную и видим, как ящера поедает своего сородича, а на их фоне другая рептилия нападает на человека. И если мы заглянем в портфолио Кристона Николаса Сейджа, то увидим, что у этой анимации было продолжение, и оголодавшая ящерица пыталась раскусить голову бедолаги. Видимо, такое зрелище могло дать игре взрослый рейтинг, поэтому на релизе рептилия просто хватает человека и скрывается в помойных водах. А если мы пытались это сфотографировать, то видели следующую надпись. После проходной идет длинный тоннель с первым квиктайм-ивентом, и кадры этих анимаций с ранним освещением есть на бонусном DVD. Давайте их сравним с релизной версией. Модели интерьера остались без изменений, но вы только посмотрите на освещение. Приглушенный желтоватый свет, коричневатые оттенки и паук в полумраке. Эти элементы создавали более устрашающую атмосферу, и мне искренне непонятно, почему Treyarch лишили нас этого. Тем более, учитывая то, что эту атмосферу все же сохранили в релизном тоннеле из Коннорса 1. Пройдя небольшой интерактив, мы попадаем в гидравлическую комнату с огромным коконом с яйцами рептилий. И здесь я хочу рассказать о трех небольших находках. Во-первых, во внутриигровых файлах был найден ранний концепт-арт этого помещения без слизи и электроприборов. Во-вторых, среди промо-материалов можно найти два скриншота в этом помещении, на одном из которых вновь можно лицезреть раннее освещение. И в-третьих, сфотографировав стену слизи, мы видели следующую надпись. Разрушив кокон и пролетев через очередной тоннель, мы наблюдаем, как ящер-тяжеловес пробивает кирпичную стену. И среди промо-материалов можно найти красочный скриншот сражения с ним, который опять же демонстрирует частичку раннего освещения. Справившись
Справившись с рептилией, мы попадаем в бойлерную, и здесь мы впервые встречаем коконы. На релизе они всегда подсвечиваются зеленым, а иногда из них вылупляются живые ящеры. Но игра никак не объясняет, что же нам с ними нужно делать. Однако первоначально игра действительно сообщала, что их нужно разбивать, а паук реагировал на них следующим образом. Сдается мне, бабочка отсюда вылупится жуткая. И забавно то, что даже в Strategy Guide есть подсказка, связанная с разрушением коконов. Если эта механика ни на что не влияла, то зачем вырезали ее упоминание из игры? Непонятно. Помимо прочего, во внутриигровых файлах можно найти ранний концепт-арт бойлерной, на котором мы видим немного другую проектировку локации и опять же отсутствие слизи. После бойлерной мы проходим еще один квиктайм-ивент в тоннеле, наблюдаем за беспомощными бедолагами и ловим пердечные приступы от внезапно появляющихся рептилий. Затем мы проходим в небольшую комнатку с лестницей, для воссоздания интерьера которой команда вдохновлялась вот этим фотореференсом из внутриигровых файлов. И в конце концов, пройдя через насосную станцию, расплавив стену слизи и спустившись на уровень ниже, мы оказываемся в промывочном зале. Здесь мы также расправлялись с рептилиями и открывали два прохода с помощью рычага. А демо-анимацию этого процесса можно найти в портфолио Джеймса Захари. Оказавшись в основном зале с помойным водопадом, мы не просто пробегали его, а спасали людей, как это было реализовано в младшей версии игры. Стойте на месте, я пришлю помощь. Людей необходимо было доставлять вот в эту точку, после чего они поднимались по данной лестнице. И помимо вышеописанного, также было найдено несколько концепт-артов данной локации. На первом арте из внутриигровых файлов можно увидеть раннюю версию помещения, которая по текстурам похожа на эту же локацию из младшей версии игры. А на двух других артах из портфолио Джоэла Ченга можно увидеть основной зал в том виде, в котором мы запомнили его с релиза. Открыв дверь и пройдя через коридор с трубами, мы оказывались в небольшом помещении, о котором мне опять же есть что рассказать. Помните ту локацию из вырезанного убежища кувалды? Так вот, когда канализационные убежища панков вырезали, готовую локацию не стали выкидывать. Ее масштабы уменьшили и вставили в Ящера 2, изменив входы и выходы. Более того, во внутриигровых файлах даже есть ранний концепт-арт этой самой локации. Такой же арт, но меньшего разрешения, можно найти в портфолио Джоэла Ченга. Причем, судя по цветокоррекции, первый арт еще относится к временам, когда эта локация принадлежала панкам. А вот Джоэл уже изобразил эту локацию как часть канализационной системы из Ящера. Пройдя через это помещение, мы видели очередную катсцену с Ящером, раннюю аудиодорожку которой можно найти в нерабочем билде от декабря 2006 года. В этом поистине раритетном аудиофайле использованы тестовые звуки персонажей и референсный трек, которым вдохновлялся композитор при написании саундтрека к игре. После этой катсцены мы уходили от сокрушающего бура. Изменений по геймплею тут не имеется, однако в портфолио Джоэла Ченга мы вновь можем найти размытые концепты этого тоннеля с буром. И после такого долгого путешествия мы наконец прибываем в водоочистительную комнату, где стартует первый этап схватки с боссом. В промо-материалах можно найти красочные скриншоты схватки с ящером. На первом кадре видно, как сильно отличается локация от релиза. На стенах у потолка нет освещения, другие текстуры самого потолка, другое расположение труб и отсутствует слизь. У самого же ящера гораздо более темные текстуры и, конечно же, раннее освещение модели. На втором кадре мы наблюдаем более четкие текстуры окружения, другие текстуры помоев и более насыщенное и контрастное освещение. Но на самом деле у босс-файта с ящером достаточно долгая и сложная история. Приготовьтесь. Во внутриигровых файлах можно найти концепт-арт этого самого помещения. И примечателен он тем, что конвейеров тут
просто нет. И если мы откроем файл Global Text и проанализируем, в каком порядке добавлялись те или иные строки, то обнаружим, что конвейеры действительно добавляли буквально на самых последних этапах разработки игры. И это говорит лишь об одном. Очень долгое время в комнате очистки воды мы банально ни с кем не сражались. Либо этого помещения и вовсе не было. И мы, как и в младшей версии игры, после тоннеля с буром сразу же попадали в финальное помещение, после чего стартовала следующая катсцена. Эта катсцена была найдена в портфолио Тима Смиловича, и она демонстрирует парочку интересных моментов. Во-первых, судя по названию Waterpour, в этой катсцене персонажи уклоняются от помойного водопада. А это значит, что тот самый водопад мог быть задействован и в самом сражении. Я думаю, что при активации режима ярости ящер мог становиться неуязвимым. И был он таким до тех пор, пока мы не вырубали вентили и поток воды его не оглушал. Во-вторых, мы видим, что после того, как начинается сброс отходов, ящер отпрыгивает на стену и продолжает там сидеть до самого конца видеофрагмента. И тут напрашивается вывод, что мы могли сражаться с рептилией прямо на стенах. Тем более, что Treyarch действительно рассматривали введение такой возможности. На релизе даже остались уклонения на стене, но из-за сжатых сроков от этой идеи в итоге пришлось отказаться. Теперь давайте рассмотрим ту вступительную катсцену, которая осталась на релизе. Благодаря видосу от Кири мы можем заметить, что в этот момент паук анимирован, а это значит, что он точно был в кадре и катсцена имела другую постановку. Также для нее можно найти тестовую аудиодорожку все в том же декабрьском билде. И здесь в качестве референсного саундтрека использована тема из Матрицы. Само сражение с ящером проходило в такой мрачной локации, кадры которой можно найти в промо-материалах. На первом кадре видно другое освещение с большим количеством зеленых оттенков, отсутствие слизи и наличие небольших заборчиков. Напольное покрытие полностью металлическое, и у стен другая текстура кирпичей. На втором кадре можно еще лучше заценить ранее текстуры стен и понять, что по первоначальной задумке зеленоватое свечение исходило как раз таки из напольных люков. Старый вариант освещения добавлял локации больше антуража и делал сражение более устрашающим. И опять же такой вариант освещения и похожие текстуры мы в итоге увидели в младшей версии игры. Конец босс-файта также был изменен. На релизе сражение резко прерывается, и мы видим, как ящер смачно прилетает в стену. Но на ранних этапах этому предшествовал тот Quick-Time Event, который на релизе мы проходим на конвейере. Давайте сравним релизную анимацию и раннюю анимацию из портфолио Себастьяна Хартона. Почти все движения, кроме последнего, идентичны. А вот в конце, вместо того, чтобы оттолкнуться от спины ящера и, раскрутив его, выкинуть в соседнее помещение, мы подкидывали его за хвост и давали толчок ногами в грудь. И именно так он и прилетал в стену вот в этой катсцене. И если бы на релизе было все так, как и задумывалось на показанных мною фрагментах, вопросов бы не возникало. Однако у того, что мы имеем в финале, есть ряд нюансов. Помимо резкого окончания сражения, у меня есть вопрос и к сюжетно необоснованным автоматически открывающимся воротам. И помимо прочего, никак не объясняется сюжетная дыра с вечно оглушенным ящером, который вместо побега под воду продолжает топтаться на месте всякий раз, когда мы проваливаем Quick-Time Event. После того, как ящер прилетал в стену, стартовала следующая катсцена, и тестовую дорожку для нее вновь можно найти в декабрьском билде.
И что мы слышим? Видео и аудиоряд не совпадают. А это значит, что катсцена имела другой сценарий. Ведь, судя по звукам в начале, кто-то крутил вентили. И я уверен, что это ящер перекрывал воду, чтобы она не препятствовала выходу рептилий в город. И лишь после этого он принимался открывать основной люк. Само собой, паук видел, как Коннор скрутил вентили, и именно по этой причине Питер поднимался наверх и выкручивал их на полную, тем самым сбрасывая ящера вниз. Эта вырезанная сцена не только логически связывала действия персонажей, но и в очередной раз демонстрировала потрясающую находчивость Человека-паука. А вот на релизе разработчики превратили концовку миссии в битву экстрасенсов, потому что мне лично непонятно, откуда Питер знал, какие вентили за что отвечают. Помимо всего прочего, в портфолио Себастьяна Хартона можно найти фрагмент, на котором ящер открывает тот самый люк. Из интересного тут только то, что у ящера все еще виден анимированный халат, о котором мы уже говорили сегодня. Еще одну находку, которая связана с этой сценой, можно найти на диске Inside Look. И это ранний пререндер последнего QuickTime ивента. В целом по анимации и поведению камеры все так же. Однако на видео можно взглянуть на раннюю версию локации без текстур, слизи и с другими моделями люков. В конце концов, выкрутив вентили и сбросив Коннорса вниз, запускалась финальная катсцена, раннюю аудиодорожку которой также можно найти в декабрьском билде. Мы теряли ящера в недрах канализации, после чего миссия заканчивалась. А на его поиски мы отправлялись уже в третьей части истории. Ящер 3. Охотник и жертва. По классике начнем с глобальных находок. Во-первых, сюжет. Судя по нумерации реплик, на ранней стадии разработки катсцена с Крейвеном должна была идти еще до вступительной катсцены из Ящера 2. И это на самом деле кое-что меняет. Мы видели бы другую сюжетную закономерность. Как только в Daily Bugle появлялись снимки ящера, они приводили Серегу и Калипсо в Нью-Йорк. И тогда, возможно, как и в младшей версии игры, паук мог встретить Крейвена еще в Ящере 2, после чего поиски Коннорса превращались в гонку на опережение. И помимо спасения жителей Нью-Йорка от рептилий, Питер был мотивирован еще и спасением своего наставника от участи быть зарезанным. Согласитесь, за таким накалом страстей было бы гораздо интереснее наблюдать. Во-вторых, боссы. В этой миссии мы впервые встречаем сладкую парочку охотников. Концепты с Крейвеном мы можем найти в портфолио Питера Лэма. И стоит отметить, что именно с этого арта была взята эмблема для хитпоинтов во время босс-файта. Ну а в Strategy гайде мы можем найти слегка измененную модель Крейвена с бакующимся капюшоном. А еще, если мы проанализируем архив с охотником, то увидим, что револьвер, как и мачете, существует в виде отдельной модели с индексом Item. И это значит, что во время схваток, помимо всех своих примочек, Крейвен также пользовался и огнестрельным оружием. И если мы внимательно рассмотрим этот кадр, то увидим, что Крейвен действительно потянулся к кобуре, прежде чем ящер оглушил его. Что же касательно Калипсо, если мы обратимся к нашему любимому бутику из первой сладкой отравы, то найдем концепт-арт, который, я думаю, содержит ранние зарисовки любовницы Крейвена. А в Strategy гайде можно найти раннюю модель Калипсо, которая больше похожа на защитницу Ваканды из киновселенной Марвел. И в-третьих, судя по информации из все того же Strategy гайда, в третьем ящере, помимо легких, присутствовали и тяжелые миньоны рептилий, что должно было усложнить наш геймплей в определенных местах миссии. По глобальным находкам все. Поэтому переходим к сюжету миссии и сразу же поговорим об ее альтернативном начале. Когда в игре был свободный доступ в канализацию, мы должны были самостоятельно войти туда в начале Ящера 3. Если мы посмотрим под карту, то увидим, что под люком все еще осталась коллизия от бывшего входа. Пройдя по нему, мы попадали в верхнюю часть помещения с металлическими помостками и трубами. И оказавшись под землей, паук произносил следующую реплику, явно отсылая нас к предыдущей миссии с получением черного костюма. Ох,
прошла эта ночка. Далее мы спускались в нижнюю часть помещения, заполненную помоями. Мы могли либо просто спрыгнуть, либо цивильно спуститься по лестнице. Неподалеку мы находили маленькое помещение, откуда по 2 лестницам мы спускались на нижний уровень. Проследовав по коридору и выйдя через данные ворота, мы оказывались в помещении под люком, через который ранее и смылся Коннорс. Ага, похоже, здесь доктор Коннорс и пробирался. Вода ушла. Последую за ним. Далее, как и на релизе, мы спускались ниже, пролетали сквозь обезвоженный тоннель и попадали в помещение с многоуровневой лестницей. И лишь в этот момент, увидев первые трупы ящеров, паук должен был произнести данную релизную реплику. Что тут за чертовщина? А дальше, поднимаясь по лестнице и наблюдая вылетающие тела ящериц, Питер говорил следующее. Нехорошее у меня предчувствие. Очутившись в этом помещении, мы слышали от Крейвена не просто «Ха-ха!», а целую реплику. Эй, паук, я набрал тебе ванну. Пройдя небольшой квиктайм-ивент, мы оказывались на заброшенной станции метро, концепт-арт которой в 2 вариантах можно найти в портфолио Джоэла Ченга, которого мы сегодня уже упоминали. Здесь, как вы помните, из-под земли бесконечно вылезают ящеры, пока мы не закроем их лазейку вагоном. И в портфолио Кристона Николаса, которого мы сегодня также упоминали, можно найти раннюю версию этой анимации, к которой мы еще вернемся позже. После того, как выход для рептилий был заблокирован, Питер должен был произнести следующее. Это их остановит. Посмотрел бы я, как они тут проберутся. Стоп. Беру слова назад. Меньше всего мне сейчас нужно, чтобы эти твари стали суперсильными. Затем, как на релизе, мы пробивали стену другим вагоном и пробирались в тоннель с электризованной водой, концепт-арты которого можно найти во внутриигровых файлах. При входе в тоннель Питер говорил следующее. Плавать я сегодня точно не буду. А открыв все ворота и пройдя до конца сегмента, паук восклицал. Это было расплюнуть. И далее по сюжету стартовал очередной квик-тайм-ивент. И мы с Гением Карпатом нашли аж 2 демо-анимации этого интерактива. Первая в более лучшем качестве была найдена в портфолио Александра Манрессы, а вторая нашлась на диске Inside Look. Отличий у 2 этих анимаций в целом нет, за исключением того, что на втором видео в углу показываются тайминги для правильного нажатия кнопок. И это в точности та же анимация, которая засветилась в официальном Behind the Scenes видео. Пробравшись на самый верх, Питер отшучивался. Ух, кажется, этажом ошибся. И мы, наконец, переходим к первой встрече с Крейвеном. Босс-файт начинается с катсцены, ранняя версия которой была найдена в портфолио Джона Столла. Тем, что в нижнем углу показывается тип анимации, вас уже не удивить. Но взгляните на персонажей. Здесь присутствуют модели, которые мы видели в Strategy Guide. А именно, Крейвен с багующимся капюшоном и та самая Калипсо с измененной прической и золотыми серьгами. Имеются отличия и в самой локации. В зале должны были находиться генераторы, которые могли быть задействованы как в самом сражении, так и в финальном квик-тайм-ивенте. А также люк уже открыт в самом начале миссии. Возможно, и он был как-то задействован. Теперь пару слов про первое сражение. Исходя из нумерации реплик, Крейвен мог становиться невидимым еще в первом босс-файте. И также были вырезаны фразы паучка, которые он произносил во время каждого из перевоплощений босса. Медведи, пантеры и вороны, бог ты мой! Зашибись. Калипсо оставила меня здесь со всем нью-йоркским детским зоопарком. Ложись, мальчик, ложись! Скорпионы, носороги, а теперь вот это. Напоминает цирковой парад уродов. Первое сражение с охотником заканчивается еще одним квик-тайм-ивентом, фрагмент которого с ранним освещением мы можем найти на бонусном DVD. Из интересного можно увидеть только измененные эффекты заклинания Калипсо. Мы видим больше черных паров, и вполне возможно, что эта завеса могла наносить урон, ибо при попытке пройти сквозь нее, Крейвен должен был говорить следующее. Здесь тебе не пройти. Где твой инстинкт охотника? Я жду! После успешно пройденного квиктайм-ивента к нам возвращался геймплей, и вместо катсцены мы вручную открывали этот неподъемный люк с помощью интерактива. Wonder where that grate in the floor leads. If I lift that grate, maybe I can get to Kraven through there. После небольшой передышки мы поднимались в следующее помещение, где начинался второй этап сражения с Крейвеном. И вот тут уже вопросов гораздо больше, чем ответов. Во-первых, было вырезано несколько реплик реакции паучка на удар из-под тишка. Ну-ну, ударить, когда я тебя не вижу.
Только так у тебя есть хоть какой-то шанс. Ты меня бесишь, Крейвен, но я так быстро не сдаюсь. О, давай же, Крейвен. Тебя не спасет даже пурпурный комбинезон. Окей, в первый раз это было смешно, а сейчас просто глупо. Во-вторых, судя по найденным репликам, Крейвен должен был устраивать больше подлянок паучку. Снова грязные штучки, Крейвен? Говоришь о чести, а сам думаешь только о победе любой ценой. В частности, противник мог отравить паука, после чего герой либо оказывался обездвижен, либо видел галлюцинации. Фу, что ты со мной сделал? Что происходит? Этого не может быть! И мы должны были придумывать другую стратегию победы над Крейвеном, применяя какие-то кинжалы. Эти кинжалы должны сработать что надо. Оглянись, Крейвен! В-третьих, релизные катсцены могли идти абсолютно в другом порядке. Взгляните на видос от Кири. Когда Крейвен пропадает, а паук ищет его взглядом, охотник все еще находится за кадром и он полностью анимирован, готовясь напасть на паучка. Получается, что этот фрагмент должен был идти либо в начале, либо в середине схватки, а для концовки была заготовлена другая катсцена. И в-четвертых, в портфолио Александра Манрессы была найдена ранняя анимация завершающего Quick Time ивента. В целом здесь ничего сверхъестественного нет, локация особо не отличается, как и анимации героев и поведение камеры. Подводя итоги по этим двум схваткам, складывается впечатление, что Крейвен должен был стать действительно сложным и достойным соперником. Ведь помимо перечисленных фактов, не забывайте, что Серега мог еще и отстреливаться. А также я напомню, что эту сюжетку прописали еще во времена разработки второго Паучка, где Калипсо была полноценным боссом с готовым мувсетом. И я не исключаю, что на ранних стадиях разработки Человека-паука 3 вместо второй схватки с Крейвеном мы могли сражаться с его подружкой. И на этой ноте, прямо как в младшей версии игры, миссия заканчивалась. А продолжение сюжетной линии мы могли запустить прямо перед входом в этот коридор. Ящер 4. Как вы уже поняли, вырезанная миссия на самом деле являлась частью релизного Ящера 3. На определенном этапе две миссии решили склеить в одну, точно так же, как это сделали с Драконохвостами 8. И эту теорию дополнительно подтверждает Роберт Аллен Бруки в своей книге Hollywood Gamers. И получается, что миссия состояла из одного единственного босс-файта с Ультра-Ящером. Концепт-арт с ним, кстати, можно найти в портфолио Питера Лэма. Здесь мы видим различные варианты мордашки и два варианта облика. Вариант справа наиболее приближен к релизному. Однако, именно вариант с ушками используется в версии игры на Nintendo DS и в большинстве ранних материалов. Так, например, в Strategy Guide мы можем увидеть раннюю модель ящера-гиганта с теми самыми ушками. А анимация из портфолио Себастьяна Хартона объясняет, почему рептилия их лишилась. Тут, как и в случае с халатом Коннорса, ушки должны были быть упругими, реагируя на любое движение ящера. Что касательно самого сражения, в целом оно проходило как и на релизе, за исключением последней фазы. В финальной версии игры прыжки ящера заскриптованы. 2 раза он просто приземляется, на 3-й раз он всегда застревает. К тому же можно нарваться на баг. Когда мы снесли ему все здоровье, он улетел, и мы в итоге просто ждем, пока он дойдет до нужной части скрипта. И где бы он ни застрял в последний раз, он всегда телепортируется к нужной стене для финального квиктайм ивента. И это говорит о том, что раньше механика заманивания ящера была другой, а вырезанные реплики это подтверждают. Если я буду уклоняться от его атак, может он врежется в стену. Если расчет верен, я смогу отпрыгнуть, и он врежется прямо в стену. Также во внутриигровых файлах был найден концепт-арт локации сражения с ультра-ящером. И больше про Ящера 4 мне добавить нечего, как и про саму сюжетную линию. Но не забывайте, что история доктора Коннорса продолжается в одноименной сюжетной линии, которую мы немедля разберем прямо сейчас. Доктор Коннорс. В файлах игры было найдено упоминание о 4 миссиях. 3-ю вырезали на очень ранней стадии, 2-ю удалили буквально в самый последний момент. Она была полностью готова. А 1-я и 4-я успешно добрались до релиза. Также для этой сюжетной линии разрабатывали отдельную канализационную локацию, которая состояла из множественных запутанных ходов, развилок и труб. Ее мы тоже обязательно разберем по ходу повествования. Доктор Коннорс 1. Больше никаких рептилий.
Миссия начинается с катсцены в палате, ранее скриншот которой был найден во внутриигровых файлах. Единственное изменение заключается в отсутствии каких-либо штор на окнах. Далее мы также следовали на станцию метро Челси, справлялись с наемниками Спарта и ящерами, спускались ниже и находили проход в техническое помещение, где нам необходимо было спасти девушку, у которой вырезали следующие реплики. За ящерицей! Чего ты ждешь, паук? И из этих реплик следует то, что либо один из ящеров успевал сбежать вниз, и мы начинали преследование прямо из этого помещения, либо девушку мы спасали на нижнем уровне. А теперь давайте поговорим про саму локацию канализации. Сразу вам скажу, вся эта система не была адекватно доделана. Большинство тоннелей обрезаны, поэтому все, что нам остается, это логически додумывать, как они могли быть связаны с городом. Итак, поехали! Начинали мы с такого же спуска в канализацию. 2 лестницы, небольшой коридорчик и стыковка с мрачным тоннелем, скриншоты которого можно найти в промо-материалах. Из интересного тут есть только многострадальное раннее освещение. Тоннель был не самым коротким и в конечном итоге приводил нас вот к этой стыковке. Здесь мы поворачивали налево и оказывались в достаточно интересной многоуровневой локации. По внешней окружности шла вантовая лестница, которая огибала цилиндрическую стену с многочисленными окнами, а в самом центре, возможно, был огромный водопад. И теперь представьте, каким сумасшествием было догонять рептилию по этому спиралевидному маршруту. Из этого помещения мы попадали в короткий коридорчик, который приводил нас к стыковке с очередным длинным тоннелем. А тоннель и правда был очень длинным и сложным, аж с 2 крутыми развилками, к которым мы еще вернемся позже. Долетев до конца тоннеля, мы оказывались в релизной стыковке, из которой уже и попадали в лабораторию Коннорса. Таким образом, длительность миссии сократили примерно в 2 раза, а изначально погоня за ящерицей была гораздо сложнее. По дальнейшему геймплею изменений никаких не было. Мы собирали колбы, отдавали их Коннорсу, и на этом миссия заканчивалась. Доктор Коннорс 2. Ящеры сходят с ума. Как я уже упоминал ранее, это полноценно работающая миссия, которую вырезали на самом последнем этапе разработки. Миссия проходила в вырезанном интерьере MH2I01 и MH2I02. Что из себя представляли интерьеры, сказать сложно. Известно только то, что локация находилась в сегменте R03, а это территория химзавода из 4-го подрывника. И я предполагаю, что события могли проходить либо в этом зале из 4-го подрывника, где есть вот такая огромная незадействованная дверь, либо в этом здании Ментракор. Теперь поговорим про ход миссии. Открывающие и закрывающие катсцены в файлах, к сожалению, нет. Но, судя по этим строчкам, они должны были проходить в лаборатории Коннорса. Сам геймплей начинался с этой задачи. Мы направлялись на территорию завода, где встречали рептилий. Можно не сомневаться, я там, где надо. После чего мы получали следующую цель и приступали к зачистке территории при поддержке полицейских. Подавись, монстр! Эти твари прибывают. Сейчас вам будет надлежащая правовая процедура. Рад, что ты здесь, паук. У нас тут проблема. Я заметил. Одолев всех ящеров на улице, мы вместе с полицейскими проникали на завод. Мы тебя прикроем. Но внезапно выяснялось, что по всему помещению распылен газ, который превращал людей в ящеров. И он почти подействовал на самих копов. Что это? Мы теряем контроль. После этого они принимали решение отступить и оставляли нас одних в этом хаосе. Я отступаю. Мы установим оцепление, паук. Удачи. Игра окончена, парень. Игра окончена! Внутри самого помещения мы видели задыхающихся работяг. Одни превращались в ящериц, а других эти самые ящерицы пытались сожрать. Назад! Не подходи! Нет, не ешь меня! Помогите! Эй, кто-нибудь, люди, спасите! Попробовав с ними повоевать, паук заявлял: С ума сойти, сколько ящериц! Может, все же есть способ расчистить путь? И способ действительно был. Портфолио Джеймса Захари может похвастаться вот такой вырезанной анимацией. Сам Джеймс прокомментировал, что эта анимация создавалась для вырезанного уровня. Мы должны были разрывать трубы, по которым шел ядовитый газ. И описание идеально подходит под контекст Коннорса 2. Поэтому я думаю, что этот интерактив планировался именно для химзавода. К тому же в файлах игры была найдена вот такая строчка, которая может подтверждать мою теорию. После уничтожения
расположения всех труб с газом высвечивала следующая цель, и мы принимались собирать химические препараты. Однако сделать это было не так просто, ибо, судя по репликам, ящеры крали канистры и убегали вместе с ними. Эй, ты, отдай! Эй, это нужно, чтобы помочь вам. Нельзя упускать их с этими канистрами. В конце концов, разобравшись со всеми рептилиями и собрав все препараты, мы видели следующую катсцену. Спасибо, Человек-паук. Я думал, мы точно все покойники. Как нам отплатить тебе? Хорошо, что спросили. Вы ведь тут дихлоропиразин делаете? Сдается мне, поэтому эти ящерицы сюда и пришли, почуяв запах вещества. Ну, если сможете поделиться им, вашу проблему с паразитами мы решим навсегда. Получив, наконец, необходимые реагенты, мы видели следующую задачу, а паук говорил следующее. Ну, все канистры с дихлоропиразином при мне. Теперь к доктору Коннорсу. После доставки препаратов в лабораторию миссия успешно заканчивалась. А вот третья часть Коннорса была вырезана на очень ранней стадии. От нее не осталось ни архивов, ни аудиодорожек. Поэтому мы переходим к финалу сюжетной линии. Доктор Коннорс 4. Искупление. Миссия начиналась с катсцены, в которой Коннорс очень странно именует локации с распылителями, узел водоснабжения и помещение, объединяющее части канализации. На секундочку, у комнат из Ящера 2 есть свои названия. И как вы помните из сегодняшнего разбора, называются они далеко не так. Запомнили это. После вступительной катсцены мы летели примерно в окрестности Мидтауна и находили вход в канализацию. Проскользнув под землю, нам необходимо было пролететь по первому спуску, затем немного пробежать по узкой комнате и вновь пролететь вниз, после чего мы оказывались вот в таком помещении с колоннами и помостками. В противоположном углу мы находили проход к стыковке с длинным тоннелем и начинали свое путешествие по нему, пока наконец не прибывали к следующей стыковке. И пройдя направо, мы попадали, казалось бы, в тупик. Но на деле нам необходимо было пролезть сквозь узкую канализационную трубу, после чего мы оказывались в огромном и запутанном помещении, концепт-арт которого можно найти на диске Inside Look. И здесь мы видим зал цилиндрической формы с перегородкой посередине. Огромное количество как вертикальных, так и горизонтальных труб. Отовсюду льются помои. Вы только представьте, если бы в этой локации мы должны были защищать распылитель. Тогда миссия могла быть похожа на настоящий хоррор. Поднявшись на верхний этаж, мы выходили к очередной стыковке и начинали путешествие по тоннелю. Добравшись до его конца и повернув направо, мы оказывались в еще одном интересном помещении. Здесь есть два уровня, небольшой помойный водопад на втором этаже, развилка на первом и опять же вертикальные трубы. Так что я уверен, что первый распылитель мы защищали именно на этих помостках. И портфолио Джеймса Захари может похвастаться тестовой анимацией того, как Питер загружает колбу в первый распылитель. И этот зал мог быть тем самым помещением, которое связывало части канализации, о котором упоминал Коннорс. Если это так, то это объясняет суть развилки на нижнем уровне. Один из тоннелей ведет в никуда, и вполне возможно, что по задумке разработчиков, первоначально он вел в систему из Ящера 2, либо же в систему из Коннорса 3. Другой тоннель вел нас к следующей масштабной локации. В первой части помещения нас встречали огромные массивные трубы, помойные водопады, куча окон и ходов. А лазейка в следующую часть зала была спрятана за Г-образной стеной. Проходя через нее, мы попадали в следующую, уже более приземленную комнату, и я думаю, что здесь мы должны были защищать второй распылитель, который располагался вот на этой конструкции. И это помещение вполне себе могло являться узлом водоснабжения. Покинуть эту локацию было не так-то и просто, ведь для перемещения нам вновь необходимо было пролезть в узкую U-образную трубу. И тогда мы оказывались в импровизированных катакомбах, куда происходил сброс отходов из верхнего помещения через многочисленные трубы. Кстати говоря, на диске Inside Look можно найти концепт-арт этой локации, которая по левел-дизайну является моей самой любимой локацией из всех
вырезанных. Проскользнув через очередную трубу и преодолев ничем не примечательную комнату-коробку, мы попадали в финальный тоннель. И здесь мы встречали первую развилку. Из правого тоннеля мы вылетали в погоне за ящерицей в первой миссии, так что здесь мы поворачивали налево. Встретив вторую развилку, нам необходимо было повернуть направо, ведь левый тоннель приводил бы нас к лаборатории Коннорса. И долетев до конца, мы наконец-таки прибывали в финальное помещение, которое засветилось на одном из промо-скриншотов с ранним освещением и... песочным человеком. Ну ладно. Здесь располагался последний распылитель, и нам необходимо было защищать его не только от легких рептилий, но и от ящериц-тяжеловесов, что мы можем понять из стратеджи гайда. Как-никак, по словам самого Коннорса, это место, в котором зародилась целая раса, а значит и мордобой здесь должен был быть долгим и сложным. Также, после защиты любого из перечисленных распылителей, люди должны были реагировать на свое спасение. Спасибо, Человек-паук. Я так перепугался. Я так и знал. Это был кошмар. Истребив всех ящериц и вылечив всех граждан, мы видели финальную катсцену. И на этой ноте насыщенная история Коннорса Ящера заканчивалась. Что я могу сказать про эти сюжетные линии? История явно была более проработанной. Разработчики планировали глубже раскрыть взаимоотношения между Питером и Коннорсом, а также сделать из Крейвена настоящего охотника, расширив его возможности. События развивались постепенно. То мы часами бегали по городу и расследовали появление ящериц, то пролетали километры подземного царства, защищая распылители от миллиона рептилий. С этой точки зрения мне понятно, почему разработчики сильно упростили локации и укоротили миссии. Так, в них появилось больше динамики и лучше фокусировалось внимание игрока. Однако при этом разработчики избавились и от хоррорной составляющей миссий. Да-да-да, игра детская, я все понимаю, но... это были смелые решения, которые могли сделать миссии Коннорса Ящера еще более атмосферными и запоминающимися. Говоря про канализацию, можно отметить, что если система из Ящера 2 выглядит казуальной и линейной, то вот уже система из Коннорса представляет собой многоуровневый лабиринт с устрашающей атмосферой. Проходы через трубы буквально давят на игрока, а в некоторых тоннелях можно было даже заблудиться. Дизайн больших помещений выглядит так, будто после нашего прибытия ящеры начинали вылезать из всех щелей, словно тараканы. И по такому случаю, я думаю, что эта анимация изначально была заготовлена именно для вырезанной канализационной системы с многочисленно торчащими трубами. Кстати, если сравнить с картой расположение вырезанного входа в канализацию из Коннорса 1, то можно заметить, что тоннель вел не к станции метро Челси, а к Grand Central Station. Но эту зацепку мы оставим уже для следующей части обзора. В конце концов, разработчики просто убили канализацию. Жетоны и случайные ивенты вырезали, свободный вход закрыли. Систему из Коннорса доделать не успели, поэтому ключевую локацию просто перенесли во второго ящера, а из небольших остатков слепили хоть что-то для Коннорса 1. Начало ящера 3 переделали, убежище панков перенесли в метро, а вход в убежище Скорпиона и вовсе закрыли каким-то зеркалом. В итоге из 6 свободных входов в канализацию на релизе остался последний одинокий вход в Челси. Да и то полноценной канализацией это назвать крайне сложно. На этом моменте мы переходим к следующей части видео, которая посвящена фотографированию. Ведь в Ящере 1 нас учили тому, как делать снимки с паучком в кадре. Вам же интересно, какие еще сюрпризы готовили для нас разработчики, не так ли? И начнем мы с механики фотографирования. Я начну с того, что из игры вырезали интерьер М08I01. С помощью стратеджи гайда мы можем понять, что этим интерьером являлся магазин Camera Shop, и находиться он должен был примерно в этом районе. А на диске Inside Look даже можно найти его концепт-арт. По интерьеру ничего примечательного. Фотоаппараты, фотопленки, штативы, огромная вывеска Camera Shop, выход на задний двор и стойка кассира в центре зала. На русский
этот магазин перевели как «память камеры». И это неспроста. Ведь, во-первых, игра сохраняла сделанные нами снимки, которые мы могли просматривать с помощью фотоальбома. А доступ к нему мы могли получить как раз таки в памяти камеры. Если альбом был пуст, мы видели следующую надпись. Ну а чтобы мы не перегружали внутриигровую память, существовало ограничение по количеству хранимых снимков. В самом альбоме мы могли удалять фотографии, добавлять их в избранное и защищать их от удаления. Этим действиям соответствовали иконки, которые вы видите прямо сейчас. Во-вторых, в памяти камеры за полученные очки героя мы могли покупать апгрейды для нашего гаджета. Первый апгрейд менял дефолтный интерфейс камеры на хай-тек. Второй апгрейд добавлял функцию автопоиска. По всей видимости, камера автоматически наводилась на объект в движении. Также несколько пунктов было вырезано из меню паузы. Среди всей прочей статистики был пункт, показывающий, сколько снимков мы выполнили. А в настройках мы могли регулировать чувствительность фотокамеры по двум осям. И еще пару слов про сам процесс фотографирования. Вы ведь помните, что на релизе на готовом снимке мы видим иконки ключевых объектов. Давайте рассмотрим их подробнее. Первая иконка есть на релизе, и она появляется, когда мы снимаем взрыв, выстрел или любую другую атаку противника. Вторая иконка тоже есть на релизе, и она соответствует модификатору с высоты птичьего полета. С третьей иконкой в игре косяк. Она соответствует модификатору высокий класс. Однако по каким-то причинам вместо нее всегда высвечивается предыдущая иконка. Поэтому фактически ее можно считать вырезанной. Четвертая иконка есть на релизе и появляется, когда мы фотографируем цель. Пятая иконка также присутствует в игре и триггерится при съемке пешеходов. Шестая иконка должна была появляться на снимках с паучком в кадре. Технически ее, конечно, деактивировали, но фактически мы все еще можем ее затриггерить с помощью бага. И последнюю, седьмую иконку вырезали, но за ней скрывается кое-что интересное. По словам Чарльза, Treyarch еще задолго до Insomniac и Binox планировали ввести фотографирование локаций в свободной игре. Называлось оно коллекционированием фотожетонов, и при фотографировании ключевых зданий они подсвечивались именно этой иконкой. А теперь давайте поговорим про Daily Bugle. Согласно ранней задумке, на карте должны были быть помечены ключевые локации. И вот с такой надписью отображался Горн. Как выглядела редакция с ранним освещением, я сегодня уже показывал. Но во внутриигровых файлах также можно найти еще и вот такой кадр. Там же можно найти ранний скриншот холла. Кстати, по этому коридору можно было спокойно ходить в обе стороны. И лишь подойдя к этой двери, мы видели диалоговое окно с подтверждением, точно ли мы хотим покинуть Бьюгл. В самой редакции всегда сидят Бетти, Робби и Джеймисон, концепт-арты которых можно найти в различных портфолио. Например, у Кэттона Колвея засветилась хай-поли модель Джоны как с текстурками, так и без них. А у Мурада есть модель Робби, а именно рендер в полный рост, рендер головы и вариант с текстурами и без. Основной вырезанной механикой Горна являлась его интерактивность. Вот что пишет об этом анонимный разработчик. Нам было нужно, чтобы при отсутствии доступных миссий Робби, Джеймисон и Бетти что-то говорили, когда игрок с ними взаимодействовал. Я не помню, чтобы я прилагал много усилий для написания сценария диалогов с ними, но в конечном итоге все это вырезали. Но благо в игровых файлах остались реплики, и сейчас мы разберем, о чем же Питер мог поговорить с коллегами. С Бетти мы особо не завязывали длинных диалогов, она просто произносила различные фразы по ситуации. Если у Робби не было активных заданий и на нас был надет красный костюм, мы слышали одну из следующих реплик. Привет, Пит. Осторожнее, если встретишь Джону. Он сегодня не в лучшей форме. Я сейчас правда очень занята. Ты точно не захочешь говорить сейчас с Джоной, Питер? Я бы поговорила, но сейчас я занята. Если мы были в красном костюме, но была доступна миссия у Робби, то Бетти говорила. Робби говорил с тобой? Он тебя уже искал. Ищешь задание? Тебе точно к Робби. А если на нас был надет черный костюм, то Бетти тонко подмечала изменения во внешнем виде Питера. Ты что-то какой-то бледный, Пит. Все хорошо, Пит? Высыпаешься? Все нормально. Ты будто в отключке. Выглядишь ты неважно, Пит.
Вид у тебя разбитый. Надеюсь, ничем не злоупотребляешь? С Джеймисоном все было гораздо интереснее. Разработчики планировали воссоздать мемные диалоги наподобие тех, что мы видели в основной киноленте. Шутки про жену, упоминания Уриха и Хоффмана, отсылки на Алистера Смайта, Карателя, Мистера Фантастика, Капитана Америку и многое-многое другое. Все эти диалоги можно было активировать, просто заговорив с боссом. Но чтобы не тратить хронометраж обзора, я выложил все эти 14 диалогов в отдельном видео. Про взаимодействие с Робби мы поговорим чуть позже, а сейчас предлагаю обсудить, какие именно задания он должен был нам выдавать. По заданию редакции. Именно так называлась сюжетная линия с фотомиссиями, и помимо прочего, каждая из них имела свое индивидуальное название, как и любая другая миссия в этой игре. Фотомиссии открывались поочередно в различные моменты сюжета, и появление нового задания в Бьюгле сопровождалось вот этой надписью. А уже эта релизная надпись высвечивалась, когда мы заходили в Горн. В игровых файлах было найдено упоминание об 11 миссиях, порядок которых разработчики неоднократно меняли. 2, 4, 5, 7, 8, 9 и 10 миссии есть на релизе. Остальные были вырезаны, но благо от них остались текстовые строки и аудиофайлы. Давайте же не будем медлить и скорее рассмотрим сюжетную линию подробнее. По заданию редакции 1. Миссия 1. Вполне возможно, что эта миссия использовалась в качестве заглушки на ранних этапах разработки. Архив у этой миссии почти пустой, и единственные строки, которые остались, говорят о том, что мы просто получали какое-то задание от Робби, и после его выполнения открывались следующие миссии. Однако, если мы послушаем аудиореплики, то будем приятно удивлены. Мы получили ряд звонков от людей, которые утверждали, что видели, как Человек-паук разносит пиццу. Я что-то не врубаюсь. Где доставка пиццы и где Человек-паук? Впрочем, если это так, мне нужен снимок. Да-да, друзья, в этой миссии мы должны были разносить пиццу и не забывать при этом себя фотографировать. Да, вот это жизнь. Ваша пицца, мисс? Я думаю, от этой задумки отказались, потому что решили сфокусироваться на введении новых механик, вместо того, чтобы тащить старую механику разноса пиц из прошлой игры. По заданию редакции 2. Конкурс красоты. Единственная вещь, которая была вырезана из этой миссии, это присутствие девиц-тяжеловесов, о чем мы можем узнать из Strategy Guide. Также хочу отметить, что в прототипе был аналог этой миссии под названием Фото Охота 1, и перед ее запуском мы видели эту надпись. В целом тут больше нет ничего интересного, поэтому двигаемся дальше. По заданию редакции 3. Автоугонщик. Это вырезанная миссия, суть которой объяснял нам Робби в самом начале. Может, слышал о серии угонов машин в Ист-Виллидж? Источник в управлении сообщил нам, что полиция устроила западню с машиной-ловушкой, чтобы поймать воров. Нам нужен снимок вора за работой. Но будь осторожен, Пит. Угонщик может быть не один, а ранения тебе совсем не нужны. Однако народ весьма заинтересован в этой статье, так что если фото выйдет что надо, гарантирую первую полосу. Итак, мы неслись в Вест-Виллидж, находили машину-ловушку и ожидали в засаде. Вот и ловушка. Интересно, клюнет ли кто-нибудь? Дождавшись угонщиков, мы начинали фотографировать их по стелсу. Подозрительные ребятки. Лучше не светиться. Надо снять угонщиков в действии. Но дальше геймплей усложнялся. Нам необходимо было преследовать машину и при этом продолжать делать фотографии. Сохраняй дистанцию. Не спугни их. Надо снять этих парней. В конце концов, нам было необходимо остановить машину и одолеть угонщиков, опять же не забывая снимать происходящее на камеру. Может, фото паука, задерживающего воров, оживит нам картину? Заканчивалась миссия вот этой фразой, но ее почему-то не озвучили. Двигаемся дальше. По заданию редакции 4. Сумасшедшие трюки. Из этой релизной миссии с акробатом ничего не вырезали. Однако, есть несколько интересных находок. Во-первых, в портфолио Кристена была найдена тестовая анимация каскадера, из которой становится ясно, что помимо стандартных трюков, он также делал солнышко на ногах и солнышко на одной руке с последующим зависанием вниз головой. Во-вторых, в прототипе была ранняя версия этой же миссии под названием Фото Папарацци 1 Каскадер. И на ранних стадиях разработки планировалось фотографировать некого атлета на спортивной арене. Ну и в-третьих, судя по этой реплике, которая осталась на релизе, вот бы сделать этот снимок. Паук
спасает паука. Мы вновь должны были делать снимки с паучком в кадре. По заданию редакции 5. Городская жизнь. Из этой релизной миссии вырезали только одну реплику Питера. Думаю, Горн всегда сможет воспользоваться фото паука, сражающегося с преступностью. Я неизменный атрибут. И судя по ней, мы вновь должны были себя фотографировать со стены. Также в прототипе была ранняя версия этой миссии под названием «Фото папарацци 2. Экскурсия по городу». Суть миссии была такой же, но отличался список локаций для фотоснимков. Поставьте на паузу, если подробнее хотите с ним познакомиться. А мы двигаемся дальше. По заданию редакции 6. Грабеж ювелирных изделий. Эта вырезанная миссия по классике начиналась с поручения от Робби. В музее специальная выставка. Нам нужны снимки для раздела искусства и культуры. Обязательно сфотографируй все, что там выставлено. Идет? Мы прибывали в музей, после чего Питер вспоминал. Надо сделать снимки, которые просил Робби. И мы приступали к фотографированию драгоценностей и экспонатов. Так, теперь ожерелье. Статуя. Готово. О, я же забыл фото экспонатов. Но внезапно на выставку наведывались незваные гости. Стоп! Кто вы? Не с места! Я сказал стоять! Орден драконохвостых? Потрясающе. Им нужно ожерелье, паук! Мы, конечно же, расправлялись с азиатами, не забывая делать фотографии с паучком в кадре. После чего мы относили снимки Робби. И на этом миссия заканчивалась. По заданию редакции 7. Необъяснимое. Из этой релизной миссии с НЛО абсолютно ничего вырезано не было, поэтому двигаемся дальше. По заданию редакции 8. Экипировка. Из этой релизной миссии с чинуками вырезали только одну текстовую строку, которая в очередной раз напоминала нам о том, что мы должны были делать фотографии с паучком в кадре. По заданию редакции 9. Скверная сделка. Из этой релизной миссии с продажей украденного груза вырезали только несколько реплик драконохвостых. Это паук! Надеть костюмы! Не давайте ему повредить костюмы! И исходя из аудиодорожек, становится ясно, что азиаты первоначально должны были задействовать несколько экзоскелетов. И описание миссии и стратеджи гайда это подтверждает. Мало того, мех не отключался, когда мы побеждали пешек драконохвостых. Все экзокостюмы мы должны были деактивировать вручную. Дальнейшую судьбу костюмов в руках драконохвостых внутри сюжетной линии Bank Robbery мы уже обсудили в прошлый раз. А тем временем фотомиссии, которые мы должны были выполнить в красно-синем костюме, закончились. И прежде чем мы пойдем дальше, я хочу рассказать вам о еще нескольких находках. Во-первых, если сделав все фотографии в вышеупомянутых миссиях, мы слонялись без дела, Питер мог сказать одну из этих реплик. Пожалуй, фото для Робби уже достаточно. Пора отнести эти снимки в Горн. Горну нужны эти фото. Нечего валять дурака, иначе мне ничего не заплатят. Я пошел не туда. Лучше развернусь, снимки-то надо доставить. Во-вторых, в прототипе существовал набор тестовых миссий под названием «Уроки фотомастерства», в которых, вероятно, мы должны были оттачивать свои навыки. От этих миссий остались лишь строки текста, но в них нет ничего интересного. Поэтому мы наконец переходим к завершающему разделу этого обзора, а именно к противостоянию с Броком. Перечисляя коллег Питера в Бьюгле, я намеренно упустил Эдди, чтобы оставить его на сладкое. Кстати, вот такие рендеры его головы и торса можно найти в портфолио Кейтона Колвея. Изначально планировалась более глубокая проработка противостояния Питера и Эдди, и была она осуществлена с помощью механики фотосчета. За каждый сделанный снимок мы получали определенное количество фотоочков, и в зависимости от набранного фотосчета наша фотография попадала в одну из трех категорий: Great, Good или OK. У каждой категории существовало свое аудиосопровождение. И на качество снимков реагировал сам Питер. Отличный снимок, насколько я могу судить. 100% хит. Первая полоса, я здесь. Откинусь в кресле и буду ждать пулитцеровскую премию. Упс, не лучшая моя работа, мягко говоря. Спасибо тебе, Господи, за кнопку стереть. Я точно могу лучше. А Брюс Кэмпбелл помогал заниматься самобичеванием. Отстой.
Мега отстой. И эти циферки действительно все еще есть на релизе, но они, к сожалению, ни на что не влияют. А вот раньше они учитывались в нашей репутации фотографов-нештатников. Возвращаясь в Бьюгл со сделанными снимками, Робби реагировал на них по-разному. Если у большинства фотографий был отличный фотосчет, то Робби говорил одну из этих фраз. Великолепная работа, Пит. Продолжай в том же духе, Питер. Эдди, тебе и в подметке не годится, Пит. Ну, эти на порядок лучше того, что припер Эдди. Если фотосчет был хорошим, то Робби произносил что-то из Выдающиеся кадры. Но я у тебя и получше видал. Эдди в самом деле тебе на пятки стал наступать. Берегись, а то он займет твою должность штатного фотографа-паука. Такая реакция была на средний фотосчет. Весьма посредственно, Питер. Не уверен, что они соответствуют издательским стандартам Горна. У Эдди работы отличные, как на подбор. Может, в следующий раз его и позовем. И вот так нас могли наругать за ужасные снимки. Это ужасно. Да я этот Джонни и показать-то не могу. Он же с ума сойдет от ярости. Эдди Брок определенно фотографирует лучше. Извини. Боюсь, теперь нам придется начать приглашать Эдди. Как и в случае с Бетти, с Робби мы также могли поговорить в любой момент времени. Если активных миссий у Робби не было, а репутация у нас была изумительная, то он мог произнести одну из этих реплик. Я тут по уши занят, Питер, а ты давай-ка займись фотографиями. Мы всегда сможем воспользоваться кадрами Человека-паука. Не знаю, как тебе это удается, Пит. Твои фото Человека-паука всегда высший класс. Если же мы пытались завязать диалог с Робби во время активной фотомиссии и репутация у нас все еще была положительная, то он говорил следующее. Уже закончил, Пит? Уже готов сдать свои снимки? Лучше вернись туда, Питер. У нас сроки горят. А вот если мы пытались поговорить с Робби во время запущенной фотомиссии, и при этом у нас была испорченная репутация, то он мог даже на нас сорваться. Давай бегом, Питер. Поторопись, Пит. А если ты этого не сделаешь, придется мне живо найти кого-нибудь другого. Чего ты ждешь, Пит? Марш фотографировать! Самих фраз для Робби было заготовлено слишком много, поэтому, чтобы не растрачивать хронометраж обзора, я их все выложил в отдельном видео. Испортить свою репутацию мы могли не только посредственными фотоснимками. Например, мы могли выполнять задания слишком долго, и тогда миссия проваливалась вот с такой надписью, которая, кстати, осталась на релизе. А перед провалом миссии Робби говорил нам следующее. Я больше не могу тебя дожидаться, Питер. Забудь об этом, Питер. Найду кого-нибудь еще, кто справится с заданием. Еще один способ испортить репутацию был продемонстрирован в миссии «Автоугонщик». Из этих строк мы видим, что помимо уже описанного, у нас было еще два вида развития событий. Либо мы теряли автоугонщика, не делали никаких снимков и получали по шее от Робби, проваливая миссию. Либо мы теряли автоугонщика, но приносили Робби хоть что-то, и он это более-менее хавал, опуская нашу репутацию. И я уверен, что такая вариативность планировалась во всех описанных фото-миссиях. И обратите внимание, Робби постоянно сравнивает нас с Эдди. Мы буквально сражаемся за свое место в штате, унижая Эдди своим огромным фотосчетом, либо наоборот, копим злобы на своего конкурента из-за давления со стороны начальства. Эта гонка длится на протяжении всей игры, и кульминация наступает лишь после получения симбиотического костюма. Миссии в Темном Акте планировалось как минимум 2 штуки, и из глобальных отличий можно отметить то, что эти миссии были обязательными к выполнению до снятия черного костюма, а поручения в них нам выдавал сам Джеймисон, и присутствовали полноценно поставленные катсцены с его участием. Давайте разберем эти миссии подробнее. По заданию редакции 10. Противостояние. Это релизная миссия, в начале которой Джеймисон давал Питеру и Эдди поручение сделать фотографии паучка в черном. И я думаю, что здесь должна была быть катсцена с участием самого босса, прямо как это реализовали в младшей версии игры. Дальше идет всем известная катсцена, в которой изначально паук сидел на крыше. И это мы можем понять из видоса Кири. Брок сходу решал жульничать, поэтому прибегал к помощи своего в меру упитанного приятеля. Но если мы посмотрим
посмотрим на раннюю версию этой же катсцены с бонусного DVD, то помимо другого цветокора увидим, что раньше приятель выглядел иначе. А если мы заглянем в Strategy Guide, то увидим, что этим таинственным приятелем оказывался Панк-головорез, который позже еще вернется в рамках этой миссии. Врезав Броку, Питер приступал к поиску камер, и этот процесс был полностью переработан. Во-первых, Эдди не исчезал бесследно в конце вступительной катсцены. Он как раз таки и бежал за первой камерой, а мы следовали за ним. Надо собрать все эти камеры, пока Брок не смотался. Тебе ни за что не найти их все, паук! В процессе сбора камер на перегонки с Эдди, Питер восхищался гениальным планом Брока. Да уж, план что надо, Эдди. Надеялся перехитрить Человека-паука, расставив камеры на стенах? Не смеши меня. А мне хватит и одного снимка, и тебе конец. И, конечно же, подкалывал его. В чем дело, Брок? Не успеваешь за мной? Может, стоит в спортзал почаще ходить? Посмотрим, кто будет смеяться последним. Ай, ладно, ты ведь не хочешь этого, Брок. Если же мы немного отставали от Эдди, то происходил следующий диалог. Я не дам Эдди уйти с этими фотографиями. Время выходит, Человек-паук. Лучше поторопись. А помимо идущего таймера, собирать камеры нам мешали шайки головорезов, которых предварительно нанял Брок. О, еще придурки, решившие, что могут со мной справиться. Похоже, избиение для них в порядке вещей. О, ну когда же вы чему-нибудь научитесь? У вас против меня ни шанса. Ого, еще бандиты. Умники. Когда же вы сообразите? Ну и если мы долго возились с панками или просто зазевались, в конечном итоге мы упускали Брока, и Питер произносил одну из следующих фраз. Не может быть. Я его упустил. Он сбежал. Ну же, Пит, ты лучше этого парня. Собрав все камеры и одолев всех панков, миссия заканчивалась очередной победой над Броком. И теперь настал черед хода от Паркера. По заданию редакции 11. Состязание по боевым искусствам. Начну с того, что до нас дошли две версии этой вырезанной миссии. Более старая версия действительно была в темном акте и напрямую двигала обсуждаемую сюжетную линию. Назовем ее альфа-версией. В более же новой версии эту миссию перенесли, так сказать, в светлый акт и сделали ее такой же дефолтной, как и остальные фото-миссии. Назовем ее бета-версией. В альфа-версии задание нам выдавал сам Джеймисон, произнося вот такой монолог. А в бета-версии наводка приходила от Робби. Кое-кто из бывших драконохвостых проводит благотворительные соревнования по боевым искусствам. Сделай хорошие фотомероприятия. Должно пойти в статью на первой полосе, так что поработай как следует. Затем в обоих версиях миссии высвечивалась эта цель. Прибыв на место, мы видели новое задание и наблюдали поединок в самом разгаре. И коварный удар от красных. Прекрасная атака красных. Команда красных определенно лидирует в этом бою. Невероятный удар синих. Что за отличная атака синей команды. Синие довольно технично побеждают красных. И победитель раунда — команда красных. И победитель раунда — команда синих. В этой миссии были реализованы достаточно сложные механики фотографирования. Нам необходимо было не просто фотографировать бойцов, а пытаться заснять все возможные приемы. И если мы делали кадр персонажа в определенный момент проигрывания анимации, то получали бонусные фотоочки. Помимо бойцов, нам также необходимо было нащелкать болельщиков и ведущего. При всем этом миссия была вариативной, и мероприятие могло закончиться как победой одной из двух команд, так и ничьей. Похоже, у нас определился победитель соревнования. Это команда красных. Победитель соревнования — команда синих. Поразительно, ребята. У нас ничья. А раз это благотворительность, побеждает каждый. Верно? А вот дальше самое интересное. После окончания соревнования ведущий приглашал любого желающего на ринг и обещал приз, если тот победит. А теперь, когда соревнование окончено, у нас есть маленький сюрприз. Если кто-нибудь из зрителей сумеет хорошенько врезать этим мастерам боя, его ждет приз. Вперед! Испытайте себя! И посмотрев на текстовое описание этой же реплики из альфа-версии, мы увидим, что призом являлся ужин на двоих в китайском ресторане. Запомним это. Пока мы находились в раздумьях и переодевались в костюм, появлялась надпись о том, что у нас есть 30 секунд на размышление, а сам ведущий активно зазывал желающих. Это совсем не страшно, ребята. Ну, кто хочет попробовать? Нет желающих.
Ну, у вас еще несколько секунд собраться с мужеством, или мы перейдем к церемонии закрытия. Нашему прибытию на ринг ведущий, конечно же, удивлялся. Вот тогда! Это же Человек-паук, люди! Ну, посмотрим, на что он способен. И поначалу мы просто сражались с бойцами, наблюдая надпись, которая говорила о том, сколько времени у нас осталось до выхода с ринга. Но если по истечению времени мы не уходили и продолжали бить всех налево и направо, ведущий на нас ругался. Расслабься, паук! Это же просто шоу для потехи! Ты провалил выступление, Человек-паук! Что с тобой? Это же все во имя благотворительности. Хотя, судя по этой строчке из альфа-версии, мы все равно получали свой заслуженный приз. После всего этого высвечивалась новая цель, и мы благополучно возвращались в Бьюгл. В бета-версии Робби оставался недовольным, если мы приносили ему слишком много жестоких фотографий, и мы проваливали миссию. Пит, это семейная газета. Что, не думал, чем это может для нас обернуться, а? По-моему, тебе пора подрасти, Питер. Эдди бы такой номер не отколол. А вот в альфа-версии мы ожидали 3 типа реакции от Джеймисона. Первое — это если мы приходили без фотографий. Тогда босс нас увольнял и миссия была провалена. Вторая — это если качество фотографий хромало. Тогда наша репутация в Бьюгле понижалась. А третья — это если мы приносили достаточно снимков паучка в черном, и тогда Джона оставался крайне доволен, помещая эти снимки на первую полосу. В конце концов, я уверен, что мы должны были увидеть завершающую катсцену, в которой босс с крахом увольнял Брока из редакции по типу той, что мы увидели в младшей версии игры. Кстати, а вы ведь еще помните про тот ужин на двоих, который мы выиграли на соревнованиях? Именно его мы и видим в следующей по счету миссии «Жуткая прогулка». Да-да-да, Питер Сэм Джей как раз таки и ужинают в китайском ресторане на территории Ордена Драконохвостых. Вот такую глубокую проработку сюжета мы потеряли. Но подробнее про Даму Сердца Питера и остальные миссии по фильму мы поговорим уже в следующей части обзора. А сейчас предлагаю подвести итоги по фотомеханикам и фотомиссиям. Про вырезанные механики подробно высказался анонимный разработчик. Я не знаю, почему этот материал вырезали, но я думаю, что в противном случае это заметно увеличило бы файлы сохранения в размерах, а также потребовалось бы больше времени на отрисовку пользовательского интерфейса и его последующую реализацию. То есть, помимо уже всем известных горящих сроков и давления со стороны Activision, камнем преткновения также стали и размеры файлов сохранения. Что в целом логично, ибо необходимо было хранить не только информацию о репутации Питера или количество собранных фотожетонов, но и целую пачку фотоснимков. Так что вопросов касательно того, почему эти механики были вырезаны, у меня теперь нет. Теперь пару слов о фотомиссиях, ведь анонимный разработчик дал комментарий и касательно них. Я думаю, что некоторые миссии с Горном были вырезаны только потому, что они не были такими веселыми. Вначале у нас было что-то особенное. Какие-то бандитские разборки, где игрок должен был фотографировать искусственный интеллект в определенных позах. Если бы игрок сфотографировал их во время определенных анимаций, он смог бы выполнить миссию. Я думаю, что это могло быть вырезано, поскольку потребовалось бы дополнительное обучение, что доставляло нам много хлопот. А другие миссии получились крайне простыми, но имхо-скучными. Однако они все позволяли игроку быстрее добиваться успеха, поэтому их мы и оставили. В общем говоря, фотомиссии вырезали или из-за их большой сложности, или из-за чрезмерной простоты, а оставшиеся миссии, видимо, в попыхах упрощали на последних стадиях разработки, ибо некоторые из них содержат многочисленные баги. И что я могу сказать напоследок? Мне, как всегда, грустно, что из игры пришлось вырезать такую глубокую проработку сюжета и интересные механики в угоду оптимизации. Но если так порассуждать, а насколько глубокими были эти идеи? Если в памяти камеры мы могли просматривать снимки, то значит ли это, что в магазине комиксов мы могли просматривать концепт-арты, а в аудиомагазине слушать саундтрек? Или давайте вспомним про другую вещь. Фраза про прошедшую ночку, возможно запускать Ящера 4 прямо в канализации и последовательный сюжет с ужином в китайском ресторане. Говорят ли эти
эти зацепки о том, что сюжет изначально мог быть линейным, как в младшей версии игры? Многие эти вопросы, к сожалению, так и останутся без ответа еще долгое время. Но если решение с нелинейным повествованием пошло проекту на пользу, то вот упрощение сюжетных линий Ящера и Горна убило достаточно сильные и интересные идеи, превратив некоторые миссии в банальные «преследуй», «убей», «подай» и так далее. Но не стоит расстраиваться. В игровых файлах все еще остались как минимум полностью реализованная концовка Ящера 1, механика фотографирования от третьего лица и 2 вырезанные фотомиссии. Так что нам остается только верить и ждать, когда их удастся кому-нибудь активировать. Ну а касательно всего остального, да, тоже не все так и плохо. Интерактивные магазинчики позже завезли в The Amazing Spider-Man 2, крутой фоторежим реализовали еще в первом Паучке от Insomniac, а Крейвена во всей своей красе прекрасно раскрыли в недавно вышедшем Marvel's Spider-Man 2. Друзья, не забудьте заглянуть в мой телеграм-канал, куда я регулярно выкладываю все материалы из моих видео. Также мне будет крайне приятно, если вы подпишетесь на мой YouTube-канал и поставите колокольчик, ведь тогда вы не пропустите следующую часть обзора вырезанного контента из игры Человек-паук 3. Всем спасибо и всем пока! С вами был Спайди Санта.